Вино или ракию? Вино или ракию? Кто знает, где еще есть остров Кучан. Молодец, молодец. Ну, он называется как кукареку салат. Кукареку салат. Ты можешь просить гражданство. Koliko? Хвала лепо. Вот у меня есть новая кукла. Прекрасно. Как вам? Королева мать. Я вон там хочу посмотреть. Шейкеры, терки, ботинки, кроссовки, чехлы какие-то. В основном пока что мы идем по секонд-хенду. Главное перекричать соседа. Ну вот тут посуду можно купить, кому треба. Да. Здесь даже разбитое что-то вон продается. Секонд-хенд продают по 50 динар за вещь. Какие-то изоленты. Дешево. Здесь нужно ходить и рыться. Ну, ройся. Ну, я не очень хочу рыться. Пирамидка, деревяшка 200 динар. Без верхушки за 150. О, здесь что-то упало. Сейчас растопчем. Да, сможешь одеть его? Не, не смогу. Что такое бирамо? Берем, берем. А, бирамо. Пожалуйста, берем. А что? Все берем. Что это такое? Это в магазин ходить? Мини-сумка. С пробитой головой. Можно заделать. Я хотела его взять. Заделать можно. Чем? Кому вот для верховой езды можно
взять штучку такую. Привет и всем. Всем добрый день. Сегодня февраль. И на улице плюс 15. С утра было плюс 3, сейчас плюс 15. В шубе это мы просто не успели расстегнуться, но сейчас станет тепло. Я не в шубе, я в безрукавке. Мы дошли до пьяццы Нейлон. Так быстренько пробежались, но мне тут понравилось, но не очень, конечно, понравилась схема рыться в коробках, так как там настолько все в кучу свалено, навалено и перемешано, что и мимо тебя ходят люди, но это не совсем удобно, ты всем мешаешь, в общем. Но я сюда с мамой вернусь, чтобы более подробно здесь порыться. И еще не очень прикольно то, что... У мамы уже целый план действий. Не очень хорошо то, что в коробках большинство вот вещичек, которые я себя присматривала, оказались уже повреждены или разбиты. А если кто не знает, я собираю старинные, ну и понравившиеся мне куколки, и так дешево я нигде не покупала. То есть не то, что старинные прям тысячелетней давности. Ну, такие не найдешь зачастую, только в каких-то... Ну, просто не за так дешево. Я купила себе 3 куклы, получилось за 1200 динар. Вот Елизавета, королева-мать, получилась самая дорогая. Ну, потому что она с солнечной батарейкой. 2 куклы, одна, значит, с фарфоровой головой, с тряпочным тельцем. Мне кажется, ну, она каких-то таких годов, несовременная, потому что, ну, по ней заметно видно. Одежда такая уже выцветшая. Вот, и один Орликин. Но он, наверное, более современный, но он мне все равно понравился. Я люблю куклы таких типажей. И, коль сегодня пятница, сербы в большинстве случаев не работают, потому что вчера и позавчера был день Сербии, да. Среда, четверг. И в пятницу многие решили просто не работать. У нас в Пазове школа не учится, половина магазинов не работает. И на танцы Ксюша вчера не попала. И на танцы нам Ксюша не попала, при том, что когда мы выходили, спрашиваем: Ксюш, ну что танцы будут? Она говорит: да, Иван сказал, что будет каждый день. А когда мы вчера пришли, дверь была закрыта. И только тогда я решил ему написать. Он говорит: да, я сказал, что мы в четверг не будем танцевать. Ну, Ксюша его неправильно поняла, видимо. Ну и Сергею было лень написать раньше. И теперь у меня есть Вайбер. Ура! Ура! И я хочу погулять, на самом деле, или в Петровородане, или Карловы Срем... Сречно, она. Я забыла, как называется станция. В общем, Карловы, там винодельня. Карловараци. Нет. Это какие-то итальянские слова все. Пьяца, вот пьяца, это итальянское какое-то слово. Часто, кстати, Сашка хотела узнать у вот наших сербских подписчиков про какое-то слово, которое ей Google переводит как хорватское. Я изучаю сербский язык по одной программе. И, как я для себя поняла, слово «молим» — это «пожалуйста». Но что удивительно, что когда вот они подходят к телефону, да, ты говорила, они говорят «молим». Ну, то есть сербы, да, сербские жители. «Молим» говорят. То есть не «алло», а типа сразу «пожалуйста» или там «чего изволите». Вот. И у меня в этой программе часто диалоги, которые я должна запомнить, или в которые я должна подобрать слова, которые потом исчезают при прослушивании, я должна правильно подобрать. И вот в конце программа, заканчивая диалог, говорит, что типа «хвала вам», «хвала пуну», да? А он говорит «пожалуйста», но он говорит не «молим», а «нема на чему». Нема на чему. И я решила в Google переводчике посмотреть, что это такое нема на чему. Ну, как бы там «пожалуйста». А Google перевел это так, что как будто нема на чему это по-хорватски «пожалуйста». И мы решили, что нема на чему это как бы не стоит благодарности, либо не за что. Ну да. Переведите нам, как это правильно. Правильно ли говорить «пожалуйста», как правильно будет «молим» или «нема на чему»? И, кстати, вот с учетом молима, то, что все к телефону подходят, да, мне кажется, во всем мире все говорят «алло, алло», или как-то так. И вспоминается этот мем про баскетбол. Кто знает, как баскетбол по-сербски и как баскетбол на других языках?
Напишите в комментариях. Мы знаем. Рядом с дорогой какие-то разрушенные дома. Потому что роль ставня пластиковая, белая. Кто-то жил совсем недавно. Мы потихонечку сейчас движемся в сторону станции, чтобы поехать до нового городка, посмотреть, походить. И уже, конечно, припекло так, что стало жарко. И вот будем переходить, нет? Вдоль дороги нам прямо же. И вот вдоль дороги стоят здания, в которых есть какие-то бывшие кафешки, сервисы, здравоохрана, и все оно закрыто. Еще мы узнали новое слово. Хвалонаповерение. Как нам перевел Google Translator. Спасибо за доверие, но он мне сказал, что это боснийское словосочетание. Хвалонаповерение. Как я и предполагала, что в Сербии много диалектов, хотя мне кто-то говорил, что нет, это просто типа зависит от произношения, от скорости. От скорости? Ну, типа как быстро ты говоришь или медленно, поэтому ты типа и не понимаешь. А я считаю, здесь разные диалекты. Если он мне переводит, пошли. И опять же, новисадская проблема с такси. Я вот прям никак не понимаю я, как оно работает здесь. Если ты на станции еще его можешь как-то схватить, потому что он там стоит. Но здесь, опять же, у меня вопрос. Ну, то есть мы поняли, что таксистская мафия, какие-то ограничения на открытие, на регистрацию такси-бизнеса вообще непонятно. Почему? Какая вам нахрен разница? Будет 2000 зарегистрированных, 3 они будут ездить. Ну, короче, неважно. Пусть Яндекс.Такси берет большую комиссию 30%. С одной стороны много, а с другой стороны, когда ты таксист, и ты куда бы ни поехал по Яндексу, он тебе всегда на обратную дорогу найдет клиента. В большинстве случаев, если только это, конечно, не ночь. А местные таксисты, они все время обратно ездят порожняком. А еще произошла со мной такая смешная ситуация, что я смотрела запрещенную в России соцсеть под названием Инстаграм. И там подруга, как вы знаете, многие снимают сторисы. Для тех, кто не может смотреть их со звуком, они вдобавок пишут что-то. И вот она написала, типа, хвала поезду, который пришел вовремя. Но я же читаю, что она пишет хвала. И думаю, почему она пишет по-сербски «спасибо». Ну, она говорит «спасибо поезду». До меня уже дошло, что это она пишет типа «хвала». Ну, а что, хвала, это же тоже была благодарность. В принципе... Но я-то первое слово прочитала уже по-сербски. Ну, понятно. Есть какие-то слова иностранных языков, которые к вам прилипли, которые, может быть, вы получили в поездке? Вот съездили в Италию, там, например, да? О, мамма мия. Рагаци. И, кстати говоря, когда мы только приехали в Сербию, мы очень удивились, что сербы говорят «привет» и «пока» словом «чао», так как, ну, это же все привыкли, что как это говорят итальянцы, да? Что вы об этом думаете? Смотри, какой старый Запорожец стоит. Ну, это Шкода, наверное. И во-вторых, так. Ко мне тут подошла местная жительница узнать, где я купила свои прекрасные тренерки. То есть, какие, вот эти, что ли? Да. По-сербски, видимо, спортивные брюки – это тренерки. Но также я узнала, что мужские брюки по-сербски – панталоны. Да, итальянское же слово «панталони». Так что вот такие интересные бывают моменты, когда изучаешь язык другой страны. Натыкаешься на какие-то словечки, которые они позаимствовали. Но я думаю, что это во всех языках так, и в русском, и в английском. Да, нам в комментариях писали, что вот когда здесь турки долго кого-то кошмарили, поэтому много турецких слов
Но как мы замечаем, что здесь не только турецкие слова, здесь вообще Ну, все слова. Такое, как сосед кумши. Ну, во всех языках есть позаимствованные слова. Да я не спорю. Вот дрова продаются. Одно дело, когда мы у себя в деревне проходим, да, и там продают дрова. А когда ты идешь по Нови Саду, это кажется немного... Интересно, насколько хватает вот такой вот палеты, или как ее обозвать? Сколько жгется такая? И как часто нужно подбрасывать дрова? Ну, мы это уже обсуждали. Не знаю, надо спросить у тех, у кого печка есть. Ну, просто непонятно, что ты должен, как в сериале «Лост», каждые 108 минут вставать и подкидывать. Ну, конечно, а ты как думаешь? А как тогда выспаться? Или, по очереди. Или с вечера протапливают и как бы спят, а под утро все остывает. Это очень хорошо. Должен дом быть утеплен, чтобы он не успел остыть за вечер. Должен сказать, что у нас бы остыл очень быстро. И вот такси проигрывает, не зарабатывает денег. Из-за меня? Из-за того, что нету приложений. Мы решили поехать в Сремские Карловцы, потому что до магазина, который Сашка отметил, до него пешком было час, там 5 километров. Ну и по сути, что там в магазине снимать? Лучше городок поснимать. Говорят, что там очень... Тем более сейчас погода вообще такая жарища. Я на всякий случай одел курточку со смехом, да, чтобы как бы, ну, будет прохладно, я как бы не замерзну. 15 градусов, Сашка конечно, меня прохладно. засрамила, что-то говорит, я вот сейчас, мне будет не жарко, а я в майке, вот что я в майке. И в мехах. И в мехах, да, на всякий случай. И мы в итоге вернулись обратно к железничной станечке, и здесь... Станица. Да елки-моталки, какая разница? Большая. Но у них везде по-разному написано. Нет. Вон станечка, вон, Станица. железничка, станица. Станица, не станечка. И рядом автобусная остановка. В итоге в 12:40 автобус. Мы взяли 2 билета. Нам она написала, что с 13-14 перрона за 3 минуты можно заходить и плюхаться в автобус. Да, мы едем в Сремские Карловцы. Смотрите дальше. На автобусе. Да. И говорят, оставайтесь с нами. Говорят, что автобус стоит дороже, чем железная дорога. Потому что тут бензин, который из Газпрома, из Лукойла. Да? Сремские Карловцы. Ждите нас. Мы засели в автобус. В автобусе никого. Но может мы по дороге кого-то будем цеплять? Как никого? Ну, кто? 3 человека. Это поэтому, собственно, наверное, и стоит столько. Но мы едем. А вот в составе 3 человек автобус отправляется со станции Нови Сад. Сремские Карловцы. Ехать всего 20 минут. Посмотрим, сколько будет остановок и много ли народу зайдет. И когда мы приедем, я вам расскажу все, что я узнала об этом Все, что я знаю. замечательном городке под названием Сремские Карловцы. Так что не переключайтесь. На улице все еще жара, потому что мы сегодня встали вообще ни свет, ни заря. Так как мы боялись, что опять приедем на рынок и он закроется, мы выехали пораньше. То есть мы на рынке были уже к 11 часам. Они не успели сбежать. Да. Хотя не исключено, что они уже часа в 2 свернутся. А он до 2. Мы приехали
Сремские карловцы. Да. И как я узнала, сремские карловцы в свое время здесь проживали разные народности. То есть от кельтов, римлян, и захватывала также Османская империя. То есть турки тут жили до примерно 1700 года. Я цифры не запомнила точно. И еще он примечателен тем, что в III веке, ну, если я не ошибаюсь, сюда завезли из Сицилии лозу. И с этого периода и началась история местного вина. И говорят, что это типа одно из самых вкусных вин в Сербии. Но я могу сказать, что большинство сербов, с которыми мы встречаемся, там периодически как-то общаемся, они предпочитают пить ракию. Нас никто не звал на вино. Ракию и кафу. Ну, как бы никто не предлагал, типа, приходите на вино. Все говорят, приходите на ракию. То есть я так поняла, что сербский традиционный напиток – это ракия, а не вино. И это как бы в Карловцах это исключение такое. Но вот интересно, что вы посоветуете привезти в подарок для русских, да, для русских тех, кто остался в России? Что бы вы посоветовали, ракию или местное вино? Да, то вот толстый никак не доедет до нас. Что лучше привезти в подарок? Толстый, что тебе привезти? Вино или ракию? Вино или ракию? Я бы себе ничего не взяла, потому что мне больше нравится пиво. Я не пью вино, но от него очень сильная головная боль. Неважно, как оно приготовлено, домашнее, не домашнее. Мы, видимо, вышли все-таки на одну остановку чуть раньше, потому что впереди указатель центр налево. Но все равно мы хотим сейчас подняться, видимо, наверх на смотровую крепость. И еще, кстати, на карте указано, что здесь есть остров Кочан. Да. Кто знает, где еще есть остров Кочан? Мы там, кстати, были. Нам сюда или? Вот центр. Train station. Видимо, в Сербии центр всегда отмечен часовней. Где часовня, там центр. Вот здесь, смотри, человек с гитарой сидит. Ну, пока гитара только стоит. Вот здесь кафа. Масло. У него там что-то забито все вещами, он даже зайти не может. Такие граффити мне нравятся. Здесь такая пешеходная зона. Автомобили. Закрыт проезд. И вот нам в комментариях там написали, что если вы запрещаете курить, то вы, значит, запрещаете другим людям их свободу, значит. Как это? Да? Что? То есть, видимо, те, кто ехал на машине, их свободу тоже ограничили, потому что не дали дальше ехать. И они недовольны. Они должны как бы теперь протесты предъявлять. Апотека. Нет, я считаю, что как бы не надо запрещать курить. Может сделать два зала. Один для курящих, другой для некурящих, и все. Опять же, возвращаясь к наблюдательности. Смотрите, какое сегодня голубое небо. Если на камеру видно, просто нон-стопом летают полосатые самолеты. И небо разрезают полосы. И после появляются облака. Посластичарница Белила.
закрыто. Смотрите, здесь даже какие-то торговые ряды. Людей не так много, для кого они тут торгуют. Да, я как читала в комментариях, что здесь как бы городок не особо избалован туристами. Конечно же, опять хаги-ваги. Секс-инструктор? Секс-инструктор. Да, у него висит магнитик секс-инструктор. Он мне вон по 50 динар. Что, секс-инструктор за 50 динар? Всего лишь. Ну. Еще здесь продается мед, настойки, Вот опять же магнитики. ракия. Три магнитика за 100 динаров. Фонтан не фонтанирует. Еще рано. Люди сидят в кафешке в Кафане. феврале в кафане. Ой, как меня вот эти надписи, что нельзя снимать. Вот такой вот фонтанчик. В каких тут языках написано? Димитр Захарич. Источник, водитель. Вообще очень приятная здесь атмосфера. Такие невысокие дома, цветные дома, желто-красные. Мне почему-то напомнило Кого, Италию? Мексику. А, Мексику. Удивительно, но факт, иногда встречаются вот такие вот автомобили. Это уже не фермер, я не знаю, кто это. Местный стритрейсер. Тут небольшой подъем в горочку. Вот такие двери. Да, Варламов не восстанавливает двери. Ой, биты стекла. Это заброшка. Заброшка. Мы идем в сторону винодельни. Продавам кучу. Если Никому кому не надо, нужна куча. вот, пожалуйста, куча. И сразу ВНЖ получите. А теперь еще, если ты владеешь кучей на свое имя и прожил полгода, и еще у тебя арендовано помещение, где ты работаешь Бизнес. на 5 лет, Да. плюс ты нанял на работу местных, ты можешь просить гражданство. США. Нет, Сербии. И тишина, да? Все машины уехали. При этом в воздухе все равно запах жженого дерева. Угу. Вроде сейчас жарко, но кто-то все равно топится.
Винария Курак. Мы зашли в одну винарию, и она сказала, что они сегодня не работают, хотя, по идее, сегодня уже не праздник и ничего. Дошли до второй, где написано: пожалуйста, звоните. Там тоже что-то работают, все что-то пилят, строят. И так как у них сегодня продолжение праздника, они не работают. Экскурсии не проводят, и нам сказали, что мы только можем продать вино. А вино нам, собственно, что нам вино? Ну, приедем сюда еще раз, именно на экскурсию. Интересно только по погребам походить, потому что так-то бочки бродильные, стальные, и так у них видны. То есть для винодельни она достаточно, как бы, скажем, маленькая. Ну, понятное дело, что у них не промышленные масштабы. Но все же, они даже на карте отмечены. Домашние. Домашней карте. Домашние винодельни. Молодец. Единственное, вот для меня не очень такая понятная застройка. Все дома стоят очень впритык. Если есть участок, да, то, а у некоторых даже и нет участка. Кафе «Наполеон», офигеть. То есть здесь даже есть кафе «Наполеон». И смотрите, какой страшный пес в вольере сидит. Ты видела этого пса в вольере? Это ж порвет. Вот, начал рвать. Молодец, молодец. Да, да. Кс-кс-кс. На все отзывается. Мяу-мяу. Мац, мац, мац. Видишь? Кс-кс-кс. Видишь? Бац-бац-бац. Видишь? О, тебя пометили уже, смотри. У-у-у. В смысле пометили? Ну а что она вон трясет своим этим? Пошли. Мы топаем наверх. Если честно, мы не очень понимаем, куда мы идем. Да. Но в том плане понятно на карте, куда мы идем. Но что там будет, непонятно. Вот проходим дороги какие-то. Ой, таксёныш стоит. Мац-мац. Не отзывается. Он живой? Ну, головой вертит, значит, живой. Здесь вот прям обваливающаяся земля. Ой, курятина греется. Ой, еще 3 курятины. Они подкоп копают. Ой, а вон там еще сидят курятины. А вон наверху еще курятины. Они хотят сбежать. Главное, чтобы на нас не напали. То сейчас петух еще вылетит. О, смотри, она закопалась там. Выть-выть. Она на тебя посмотрела глазом. Отсюда вижу кладбище, но на той горе. Мы идем Чиратско православное гробие наверх. Петух какой-то чахлый. Вот это оно, петух. Вот это оно, петух. А все остальное, вот еще петух на кирпичах сидит. Поточила клюв. Фух, воняет у этих кур. А, вот оно. Пришли. И пришли мы, судя по всему, на такую высокую точку. Отсюда виден центр. Отсюда виден Дунай. Хотя, судя по всему, там, наверное, вид получше, но мы туда не зашли. А вот. Где вид получше? Ну, вон, видишь, какая там площадка с флагом. А. Белила. Погребная служба. Тишина, балдеж. И как мы не раз отмечали,
вот эта территория без заборов, конечно, гораздо приятней, чем то, что в России все время все огорожено какими-то железными, сгнившими перегородками. Когда дома белят белилами, мне почему-то это напоминает или хутор украинский, или белорусский. Не? Да. Улица Фрушкогорска. Здесь магазины, если, наверное, есть, то только в центре. Не, мы проходили мимо какого-то, вон там стоит, на углу. А, ну да. Ну, это прям совсем такой небольшой. Ну да, небольшой, так по мелочи. И вот опять дом, который вроде как зашпаклеван под покраску, но не покрашен. Непонятно. Вай. Прям, а здесь вообще, смотри, какой цивильный. Да, новые ставни на окнах. Свежепокрашенный. Здесь в него кто-то немножко врезался. А напротив все уже облупливается. А здесь потому что есть совсем старинные дома, прям старинные, 12 века. Мы возвращаемся в центр. Местный Стоунхендж. Каменное изваяние. А мы движемся в сторону Дуная. И впереди железная дорога. Здесь вот такой подземный переход. Я вот оголился, потому что на улице на солнце жарко. А в теньке, конечно, прохладно. О! И вышли к Дунаю. Видишь, как все просто. А где Дунай? Здесь не страшен даже дождь. Есть много всяких подъемников для инвалидов, но что-то мне кажется, что они работают, потому что при спуске было написано, что лифт не работает. Но это же все достаточно свежие постройки-то. Угу. Как будто они начали делать, а потом бросили. Зашли тут до какого-то отеля. Ищем какую-нибудь кафешку. На набережной хотели посидеть, но... Судя по всему, ресторан здесь один. Нет, вот еще есть какой-то. Это отель Дунай. Отгадайте, почему он так называется? Да, интересно. Пройти в соседний отель нельзя, потому что здесь замок. Можно по улице пройти. Почему же он так называется? Там вон сидят, кафе пьют. Но это вот самое ближнее, что у них есть. Ну давай в соседнюю. Либо он сесть вон там, может, хотя там столов нет.
Сашу сейчас не слышно, потому что она без микрофона. Мы зашли в заведение, которое оказалось за заборчиком. Мы очень приятно посидели на улице. Но это какой-то рагу. Ну, короче, Саша мне не дает сейчас сказать в целом, да, как всегда. Мы хорошо посидели на улице. Единственный минус этого заведения, то, что нам сказали, что нельзя на улице есть. Мы заказали еду, там выпили пенного и пошли теперь есть. Очень приятный зал. И несмотря, кстати, на то, что здесь вот рядом кто-то курит, здесь совершенно не воняет. Это, кстати, к вопросу о том, что во всех заведениях, куда мы ходили, огромные трубы вытяжки, но они почему-то либо их не включают, и вот она курит, и мне вообще параллельно совершенно не пахнет, что она курит. Вернемся к еде. У Саши, значит, куриный салат. Но он называется как? Кукареку салат. Кукареку салат. Я ей сразу сказал, что это цезарь, но он как бы такой микс. Здесь он какая-то кукуруза, хлеба, апельсин. Сыр. Сыр. Ну и как? Хорошая курица. Хорошая курица, говорит. Сочная. Нам принесли здесь 2 пакета с хлебом. И паприку. То есть 2 пакета с хлебом. Перец. А я заказал какой-то рыбный гуляш. Что-то такое. У меня есть вот он гуляш. И к нему еще макароны. Я сейчас буду это все жракать. И нам приятного аппетита. Что, извини? Не извиню. Какая ты добрая. Что хочется сказать, удивительно приятное место на Дунае. Здесь рядом какая-то рыболовная, как это называется, место. Вон у них даже, видимо, летом какие-то плавучие столики или там какие-то понтоны выставляют. Мы рекомендуем. Хорошее место, хорошая кухня и вообще приятная атмосфера. Я вообще обожрался, при этом пакеты с хлебом. Хлеб был просто безумно свежий, мягкий. И вот с этим какой-то это рыбный паприкаш, что ли, как-то она сказала. Был очень вкусный. При том, что он вроде как с сомом. И этот сом был, необычный. Был похож, конечно, на лосося, наверное, но какой-то более такой мягкий. Нежный. На остров Качанг мы сегодня, наверное, уже не поплывем. И мы идем в сторону железнички станицы. Потому что завтра у нас еще... На этой приятной ноте мы с вами, наверное, попрощаемся. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш каналчик, если вам понравился наш видосик. Это поможет Ютубу нас рекомендовать другим людям. А подписаться тоже нужно, потому что из всего количества просматривающих, очень мало подписчиков. И YouTube, конечно, тоже смотрит на это и делает свои выводы. Да. Свое цифровое рабство. Да, свое цифровое рабство. Блин, кстати, про цифровое рабство. Чего? Вот у меня вопрос. Неужели вы реально люди, которые боятся заплатить онлайн за билет, считаете, что не купив билет онлайн, кто-то про вас что-то не знает? Ваше ID все знают.
Если у вас есть вообще карточка какого-нибудь банка, про вас уже все знают, у вас есть мобильный телефон, как вы боретесь со звездно-полосатыми, у вас все технологии, все, вон там переход, все зарубежное, и при этом вы боитесь, что какое-то цифровое рабство, небо. Это смешно. Это смешно, право. Всё. Не, ну каждому свой выбор, конечно же. Выбор свой, но если он, например, какой-то логичный, вы можете, например, сказать: я хожу в шапочке из фольги, я не облучаюсь, а то, знаете, мне это напоминает историю с российским дедом, у которого типа нет мобильного телефона, и, видимо, он думает, что весь мир тоже отстал в Средневековье. И бедные сейчас эти не так. Смотри, здесь надпись РЖД. И эти веселые парни, которые сейчас бегают в полях, такие играют в страйкбол, думают, что их никто не видит, а за ними весь мир наблюдает с дронов. РЖД. Все, пока.